Предлагаю сегодня вместе со мной связать игрушку амигуруми, а точнее милого бычка и очаровательную коровку. В зависимости от выбора пряжи рост игрушки будет меняться. Мои игрушки ростом 14 сантиметров. Сегодня свяжем с вами сарафанчик для игрушки амигуруми. Вязать я буду из немерсеризованного стопроцентного хлопка флокс в 25 граммах 160 метров. Нам понадобится белая пряжа. У меня это снежинка в 25 граммах 230 метров. Крючок 1,4 мм. Делаем начальную петлю, набираем 50 воздушных петель, примерим. Цепочка должна обвивать животик. Обратите внимание, чтобы цепочка не была перекрученной. Соединяем полустолбиком без накида в кольцо, вяжем одну воздушную петлю подъема и первый ряд вяжем 50 столбиков без накида. В каждую петлю по одному столбику без накида. Я захватываю верхние петли цепочки, получается 2 ниточки сверху крючка и 1 снизу. И так вяжем до конца ряда. Петлю подъема пропускаем и соединяем в первый столбик без накида. Второй ряд начинаем с 2 воздушных петель подъема. И в эту же петлю вяжем 1 столбик с накидом. И далее в каждую петлю предыдущего ряда вяжем по одному прибавлению. Это 2 столбика с накидом с одним основанием. Заканчиваем вязать второй ряд, присоединяем полустолбиком без накида к первому столбику с накидом. Во втором ряду прибавилось еще 50 столбиков. Итого у нас получилось 100 столбиков с накидом. 3, 4, 5 и 6 ряды вяжем по одному столбику в каждый столбик предыдущего ряда. Не забываем, что начинаем ряд с 2 воздушных петель. Заканчиваем соединительным столбиком. Закончили вязать 6 ряд, закрепляем нить и обрезаем. Юбочка готова. Шов оставляем сбоку и сейчас провяжем 1 ряд столбиками без накида. Присоединяем в том месте, где будет начинаться передняя часть сарафана. И вяжем до конца столбики без накида, каждый столбик предыдущего ряда. Соединили ряд и приступаем к вязанию верхней части сарафана. Первый ряд 1 воздушная петля подъема, вяжем за заднюю петлю 12 столбиков без накида. Вязать будем поворотными рядами. Второй ряд 1 воздушная петля, развернули, первый столбик пропустили и во втором ряду вяжем 11 столбиков без накида. Третий ряд начинаем с 1 воздушной петли подъема, разворачиваем вязание, пропускаем 1 петлю и вяжем 10 столбиков без накида. Четвертый ряд 1 воздушная петля, разворачиваем, пропускаем 1 петлю и вяжем 9 столбиков без накида. Пятый ряд 1 воздушная петля, развернули, 1 петлю пропускаем и вяжем 8 столбиков без накида.
Шестой ряд. 1 воздушная петля, разворачиваем полотно, пропускаем петлю и вяжем 7 столбиков без накида. Далее вяжем лямки, состоящие из 23 воздушных петель. Набрали 23 воздушных петли, примеряем. Отмечаем место, где будем присоединять лямку. Посчитаем, сколько петель до лямки. У меня вышло 15 петель. С другой стороны отсчитываем также 15 петель и отмечаем место присоединения. Между лямками будет 6 петель. Проверяем, чтобы петли не были перекручены. Присоединяем в соседнюю петлю от отмеченной петли. Вяжем полустолбик без накида и в соседнюю петлю тоже. Затем в каждую петлю воздушной цепочки вяжем по одному полустолбику с накидом. Вяжем по такому же принципу, что вязали подтяжки для шорт в предыдущем мастер-классе. Связали до конца цепочки и присоединяем к передней части сарафана в следующую петлю соединительным столбиком. И далее вяжем полустолбиками без накида до следующей лямки. Один столбик не довязываем. Набираем 23 воздушные петли и также крест-накрест присоединяем лямку к юбочке 2 соединительными столбиками. И вяжем в каждую петлю цепочки полустолбик с накидом. Довязав до конца, присоединяем к передней части сарафана. Закрепляем нить одной воздушной петлей и обрезаем. Осталось связать детали. Начнем с фартука. Вязать будем теперь за передние стенки петли. Крючком 1,25 мм, пряжа снежинка. В 25 граммах 230 метров. Вязать буду в одну нить. Вяжем по одному прибавлению в каждую петлю. В первом ряду получилось 12 прибавлений. Итого 24 столбика без накида. Делаем одну воздушную петлю подъема и вяжем поворотными рядами. Второй ряд вяжем по одному столбику без накида в каждый столбик предыдущего ряда. Две воздушные петли подъема и 3, 4, 5 и 6 ряды вяжем в каждый столбик по одному столбику с накидом поворотными рядами. Седьмой ряд. 1 воздушная петля подъема. Разворачиваем вязание и вяжем полустолбики без накида в каждый столбик предыдущего ряда. Делаем одну воздушную петлю и отрезаем нить. Фартук готов. Сарафанчик можно оставить таким или украсить оборкой, а можно и кружевом. Оборку свяжу белым цветом. Присоединяем нить и вяжем 4 столбика с накидом с одним основанием. И в это же основание вяжем еще один столбик без накида. Повторяем эту же комбинацию в каждую петлю. 1 столбик без накида, 4 столбика с накидом и 1 столбик без накида вяжем в одну петлю. Когда довязали до лямки, рабочая нить должна быть перед лямкой. И продолжаем также вязать. 1 столбик без накида, 4 столбика с накидом и 1 столбик без накида с одним основанием.
Вверху будем вязать через одну петлю. Нить уже можно обрезать. Рабочую нить снова перекидываем, чтобы лямка осталась снизу. И второй бок вяжем идентично первому. Соединяем полустолбиком без накида, закрепляем нить и обрезаем. Наш замечательный сарафанчик готов. Надеваем его на нашу коровку, теперь она у нас красавица. Свяжем ей сейчас повязку с бантиком для завершения образа. Набираем 60 воздушных петель, соединяем нашу цепочку в кольцо. Не забываем про то, чтобы цепочка не была перекручена. Соединяем полустолбиком без накида. Вяжем 3 воздушные петли. Одну петлю пропускаем и вяжем высокий столбик без накида. Вытянули петлю, захватываем нить и провязываем сначала через одну петлю. Снова захватываем нить и вяжем уже через 2 петли. Далее повторяем. Вяжем одну воздушную петлю, пропускаем одну петлю и вяжем высокий столбик без накида. Сначала через одну петлю протягиваем нить, далее через 2 и повторяем эту комбинацию до конца ряда. Одна воздушная петля, пропускаем петлю, вяжем один высокий столбик без накида. Сначала вяжем через одну петлю, затем через 2. Будьте внимательны, накидов никаких не делаем. В конце ряда вяжем высокий столбик прямо в петлю, откуда вязали петли подъема. И воздушную петлю не вяжем, а сразу соединяем со второй петлей подъема. Второй ряд начинаем с 3 петель подъема и вязать будем вот в эти арки между столбиками. Вяжем высокий столбик, провязываем сначала через одну петлю, затем через 2. Одна воздушная петля и в следующую арку вяжем высокий столбик без накида. Одна воздушная петля и продолжаем вязать так до конца ряда. Довязываем второй ряд, вяжем одну воздушную петлю и в основание, где мы вязали петли подъема, вяжем высокий столбик. Воздушную петлю не вяжем, а сразу соединяем со второй петлей подъема. Обрезаем и закрепляем нить. Вяжем бантик. Делаем кольцо амигуруми, вяжем 4 воздушные петли подъема и в кольцо вяжем 5 столбиков с 2 накидами. Вяжем 4 воздушные петли и в кольцо амигуруми вяжем полустолбик без накида. И повторяем 4 воздушные петли, 5 столбиков с 2 накидами, и снова 4 воздушные петли и полустолбик без накида в кольцо. Закрепляем нить, оставляем кончик по длине для пришивания. Затягиваем кольцо амигуруми. Обвиваем нитью середину бантика
Связываем два конца и пришиваем бантик к нашей повязке. Прячем ниточки. Повязка для нашей коровки готова. Вот такой чудесный комплектик получился. Благодарю всех, кто вяжет по моим мастер-классам. Отмечайте меня в Инстаграм, ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, подписывайтесь, я рада каждому. Всем пока! С вами была Аня Эльмарс.